Всем салют! Наконец-то этот день настал. Я добрался в Таллин. И сегодня у нас на обзоре единственная в Эстонии Audi в кузове C4 на пневме, на подушках. Бэггет. Называйте как хотите, но просто посмотрите, как сочно она выглядит. Перемещаемся в салон, посмотрим, что мы тут увидим интересного. Машина все-таки не совсем обычная, поэтому я думаю, здесь много всяких ништячков и нюансов, которые можно будет Да ладно ты, что там это? Внутри она вообще самая обычная. Знакомьтесь, это Андрей, владелец Всем этой привет. C4. Я что-то опять залип в Инстаграме, тут... Сейчас я вот сюда вот вниз подставлю, короче, его Инстаграм. Low Daily C4, если кому интересно. Много интересно, конечно, машин, но вот почему-то C4 как-то в стенд-скульптуре не особо любят. И так получилось, что по всему миру нашел людей, порядка 10-12 человек, кто вообще на багах имеет эту машину. Большой им респект. И загорелся такой вот идеей в Эстонии тоже первую, пока что единственную сделать. Поедем мы по пути заодно. Сейчас, подожди, надо сначала подняться. А не то мы так никуда не уедем. Вот я же говорил вам про эти нюансы. Ну да, есть такое дело. На багах круто. Приехал, запарковался, опустился. Вид имеет, да, как говорится? Слушай, не только вид, но еще и практическая сторона. Ее не украдут, не увезут. Кстати, какие есть у них эта тема, знаешь, если ты вдруг где-то запарковался на платной, и тебе надо манипулятором или эвакуатором ее поднять, они же не смогут это сделать, правильно? По сути, нет. Кайф? Кайф. Двойная выгода. Да. На самом деле, тут, если такую предысторию сказать, то попала эта ласточка вообще совершенно случайно мне в руки. Я не рассматривал покупку Audi. Хотя когда-то ездил на Audi A6 в C6 кузове 3.0 Quattro. Супер машина. На светлом коричневом салоне. Вот. Думал я себе год назад, на самом деле, взять Mercedes 123. Вот, и из него делать стенд-проект, ставить на подушки, потому что в Эстонии таких нету. Год назад, когда начал искать, сложно найти живой кузов. Вот прямо 123, он, я не знаю, ржавеет, или убитый, или за него денег просят просто немерено. Ну да, кузовня, как всегда, это самый большой гемор. Да, поэтому что-то искал, и мне сосед говорит, ну, что там... себе ржавчину ищешь, давай, вон, сходи, у него, это, мол, приятель продает в отличном состоянии А6. Я такой, А6, Audi, да нет, она 96-го года. Когда я искал машину 85-го, то 96-й показался мне вообще какая-то, новая. Слишком новая. Слишком молодая, да. И, ну, раз посоветовали, думаю, ну-ка съезжу. Взял сынишку, мы вдвоем поехали, посмотрели. Она находилась, значит, 9 лет в одних руках здесь, после того, как ее в Эстонию привезли из Германии. И хозяин предыдущий, он, конечно, очень круто за ней ухаживал. То есть там салон вообще без изъянов, Recaro сиденья с завода здесь установлены, там такие плюшки, которые прямо сразу зацепили.
Вот, сели, прокатились. По внешке тоже все в порядке. Да, местами была перекрашена. Но, как говорится, иди найди такого года машину в оригинале. Вот. Спрашиваю сына, типа, ну что, берем? Он говорит, да, мне понравилось. Я такой, слушай, и мне. И вот так вот совершенно нежданно-негаданно стал собственником аудишки. Ну, у тебя в голове уже сразу был план пилить ее или там сажать на койлы, на пневму, не знаю? Или это потом как-то у тебя возникло? Вот это на самом деле интересный вопрос, потому что мысли-то о Стенсе уже крутились давно, порядка, наверное, как года 3. Но была семейная машина, поэтому там ничем не занимался. Вот, и когда я Мерс смотрел, я как бы уже целился на то, что я его буду стенсить. Когда упал как бы интерес на Audi, я первым делом, конечно, зашел на сайт, там на Google, начал вбивать типа A6, C4 кузов, Stance, Slammed, Bagged, все что угодно. И ты понимаешь, что вариантов-то нету. То есть реальных примеров, по сути, нету. И я немножко так расстроился, что окей, а по подобию чего строить ее? То есть как она будет вообще выглядеть? Непонятно. Цепанула именно та идея, что раз никто не делает, по большому счету надо сделать самому. И вот таким образом, с такой целью, в принципе, я ее купил. Полгода с октября до апреля откатал в стоке. Ни одной проблемы не имел. Супер техника, то есть надежная. На ней, да, там какой-то незначительный пробег, но, скорее всего, он скрученный. 275 тысяч показывает сейчас. Но это нереально. И я решил время зря не тратить и наконец-таки приложить к ней руки. Заказал койлы, поставил на койлы, на винтовую подвеску. В итоге получилось так, что она села, но была, как говорится, не та фитуха. Вот. И уже параллельно тому, как ездил на койлах, загорелся пневмой. Я тебе тогда писал, типа, ну чё, оставляем так или меняем? Ты говоришь, ну блин, пневма это такое дело серьезное. Отлично, значит занимаемся. Вот, и таким образом в итоге, когда к концу сезона, ну как конец сезона, август, к августу месяца у меня уже она более-менее встала на подушку. Машина, грубо говоря, всего год в руках, и проект так стремительно развивается. По крайней мере, если следить за твоей медиа, то и Инстаграм, и всякие сходки, знакомства, очень быстро как-то обрастаешь. В чем секрет? Слушай, на самом деле, вот сложно сказать. Мне очень сложно себя как бы с этой стороны как бы анализировать. Я просто делаю то, что мне нравится. Я эту машину использую на каждый день. То есть она у меня daily, low daily. Ну, Инстаграм так и называется, low daily C4. Так что, да, как ты говоришь, подписывайтесь, находите. Но ты все сам делаешь, правильно? Да, да. Вот все руками, потому что мне это нравится. То есть, большой, огромный респект людям, кто старые машины вкладывает столько времени, сил, доводит их до состояния, и вот вы видите, как она выглядит. Когда ты видишь человека, вернее, когда ты видишь машину человека, скажем так, ну, начало 2000-х, там, 90-х годов, даже, может быть, старее, и она в таком состоянии, это много говорит. Как говорится, новую купить — это одно, а содержать старую — это совсем другое. Да, в этом есть своя прелесть. А тут, по сути, все просто. Какой-то план, какую-то цель поставил там, поставить. У меня был какой-то план, и я его придерживался. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Ну ты как бы и зимой, и летом будешь передвигаться на ней, то есть она в спячку уходить не будет. Насчет, значит, этой зимы есть определенные планы. Возможно, она у меня встанет на какое-то время, но из-за того, что будут модификации, я хочу поменять сердце
Сейчас здесь стоит стоковый V6 2.6, это АПЦ мотор. Вот, и хочу ставить V8. И, в принципе, из-за этого она встанет чуть-чуть. Потом, как я говорил, тут некоторые детали по кузовщине были перекрашены, и это сделано было немножко похабно, поэтому хочу обновить все, полностью освежить цвет. А там посмотрим. Как говорится, все планы сейчас не буду выкладывать. Я вам объясню еще одну фишку, почему Андрей больше рассказывает о машине, нежели вы привыкли, наверное, что обычно я что-то рассказываю. Но, как ни крути, владелец своего проекта намного больше знает о нем, он намного больше посвятил времени, намного больше передвигался, и поэтому может рассказать все нюансы. Вот, поэтому у нас получится такое, скажем, мини-интервью. Наверное, самое нормальное. Ну да. Диалог. Да, скажем, больше во влоговом формате. Кстати, напишите, если интересно, как вам такой формат, он больше заходит? Или все-таки интереснее снимать обзор, когда я там рассказываю? В середине, грубо говоря, лета я перешел с койлов на подушки, и это был довольно-таки такой крутой экспириенс, потому что болтон-китов на эту машину нету. Пришлось узнавать, собирать много информации, что как работает, потом находить компоненты, все это дело заказывать и самому собирать. То есть... Ну все в доступности, все имеется что-то в Эстонии имеется, типа фитингов, как бы все основное, что связано с сжатым воздухом или там с пневматикой, оно есть. Но что касается подушек для машины, там брекетов, там каких-то клапанов, ресиверов, компрессоров специальных. Есть интернет-магазины, через которые это все можно заказать, но там цены. И в итоге понимаешь, что у тебя комплект вот такой обойдется там в 3000. Ну это, я не знаю, тройная стоимость машины. Поэтому пришлось немножко поискать, заказать какие-то детали напрямую там с Китая, потому что, в принципе, все основные бренды, которые производят или продают запчасти для пневматики, они все равно все из Китая заказывают, все с одних заводов идет. Вот, и в итоге, да, за весь комплект у меня цена обошлась чуть ниже там 2000, пришлось сэкономить, получилось сэкономить, и устанавливал все сам. Время разговоров про деньги. Цинь! Цинь! Вот, и что у меня тут стоит, значит, 4 контура, то есть каждое колесо отдельно регулируется. Это большое преимущество перед двухконтурной. Двухконтурная, значит, там это есть свои минусы, когда из одной подушки в другую, там, в рамках одного моста у тебя воздух перетекает в поворотах и виражах. Вот. Непосредственно серия клапанов, 8 клапанов для управления всем этим делом, по 2 клапана на контур. В багажнике установка, стоит ресивер алюминиевый на 19-20 литров примерно. 2 компрессора для того, чтобы качать быстрее, чтобы они служили дольше. Вот. Управление сейчас с пульта кнопки выведено, но хочу поставить дистанционный пульт, дистанционное управление. Посмотрим. Может быть просто с пульта, может быть через приложение с телефона. А по ездовым качествам это никак не влияет, ничего? Не замечал, что машина стала то ли жестче, то ли, не знаю, повороты, крены как-то не держать или еще что-то? Ну вот смотри, мы сейчас едем с тобой по шоссе, как ты ощущаешь? Не, я ничего не ощутил, я как бы вот сколько уже второй день, грубо говоря, я катаюсь на этой машине с ним, и я для себя не вижу
я для себя не вижу, например, никакой разницы в плане вождения. То есть, ну, как бы, да, она может быть чуть-чуть жестче, в том плане, что она, ну, прыгает и чувствуется на ней Я добавлю, стыки. что стоят подушки плана Рубена или Рубина, как их говорят, там, в общем, бублики, да, но не производство не вот рубеновское, а, в принципе, из Китая они. И работают они все-таки, конечно, по-другому, нежели рукава. Может быть, они такие более попрыгучие, но здесь большую роль также играют сами амортизаторы, которые непосредственно демпфируют все эти колебания. Амортизаторы стоят TA Technics, они довольно-таки жесткие, из-за этого машина тоже такая, в принципе, вот на кочках, там, на неровностях, Да, я вот она почему- прямо так это... Я прям жестко. чувствую, большинство у друзей, у знакомых, у всех машины на койлах. И как бы я примерно это ощущение знаю, когда у тебя машина на койлах, на заниженной жесткой винтовой подвеске. Здесь есть немного эти ощущения, то есть машина тоже примерно такая же. Я, правда, не знаю, если на ней начать валивать, как она будет держаться в плане поворотов и так далее. Но когда ты на ней просто ролишь, вот ездишь ровненько, спокойно, прям вот ощущение такое плавности, комфортности, она прям стоит на дороге, хорошо стоит. Я не знаю, насколько это обманчиво, не обманчиво, но такое чувство есть. Ну, так скажем, будем все равно честны, это пневма все-таки handmade, грубо говоря. Это не та пневма, которая на ренджах установлена, на S-классе, там, на BM. Ну, это понятно. И то есть вот этот комфорт, он совершенно не одинаковый. То есть здесь мы как бы вообще о плавности хода, там, о плавности подвески говорить не можем. Тут она делалась не для этого. В принципе, она делалась для посадки, она делалась для того, чтобы ты приехал, уронил ее максимально низко. Вот, и она в хорошем состоянии, то есть Recaro сидушки, они очень классно смотрятся, прям, приятно бока поддерживают, и, в принципе, я даже не скажу, что там большой фанат кожи, поэтому пока по салону я, скорее всего, делать ничего не буду, но я хочу сделать реинсталляцию багажника. Ребята, если там кто знающий, может быть, заодно накидайте Юрия в комментарии, что делать с СРом. Вот у меня горит лампочка. Баунс. А кнопка по выключению, то есть лампочка не реагирует. В общем, не знаю, надо как-то решить. Вот скажи, где здесь рациональность? Продать семейную машину и купить себе машину 96-го года. Еще по косякам, если уже пошли по косякам. Машина, естественно, 96-го года, она не новая. То есть, в общем, в целом все хорошо. Но у меня очень классно работает клима. Она работает в режиме on-off. Off – это когда дует холодно, on – когда дует очень жарко. Это самое интересное, что я купил машину с этой проблемой. Но там помимо этого еще подушки моторные были дохлые. На это все поменялось. А жена у меня спросила, что все хорошо, но давай мы все-таки кондиционер, климу отремонтируем. Я такой, да-да. Уже вложено в эту машину до хрена денег. И как вы думаете, клима сделана? Нет. То есть приоритеты, ребята, приоритеты. Приоритеты расставлены правильно. Эту машину можете часто увидеть на интересных всяких мероприятиях, выставках. Андрюха любитель посещать. Поэтому приезжайте, смотрите вживую, фотографируйтесь. Машина будет преображаться в ближайшее время.